чем это связано? Вся основная идея этих знаний заключается в том, что человеческое сознание за счет науки подготавливает себя к тому, чтобы получать и воспринимать новые знания, и только после этого ему дают подсказки, ориентируясь на те научные доказательства и те научные видения, которые человек может в жизни воспринимать. Таким образом, расширяя человеческое восприятие, расширяя человеку возможности понимания мира, человеку дают возможность понимать глубины вот этого мира. Ну что ж, давайте определим, кем же и что же это такое божественная энергия. В дальнейшем я объясню, что это такое. Мы, как люди обычные, должны знать, что существует бесконечное и безвременное пространство. Помните, великомученики, я о них говорил, великомученики, что они делали? Они помогали стяжательствами такими. Поэтому стяжание это хорошо. Поэтому мама, которая, допустим, желает ребенку что-либо хорошего, она может помочь ему не только психической энергией, но она может еще и стяжаниями физического тела. Переходим к теме, которая называется 8 планет влияния. У нас еще есть тема, она называется 8 планет влияния. Человек живет в обычной жизни, и он должен знать, что на него влияет 8 планет влияния. Эти 8 планет влияния, вы уже знаете, что к ним относятся и Луна, и Солнце. И эти 8 планет влияния влияют на человека. Как это проявляется, 8 планет влияния? И меня всегда интересовали те, которые честно, без воровства, без схем смогли. И такие тоже были. Это люди редкие были, но которые там смогли открыть рынок, смогли построить свой завод, распространить свой товар. И там были такие люди, среди которых был очень интересный человек из Харькова. Я с ним очень долго дружил, но его там был несчастный случай. Но он был руководителем рынка и был руководителем компании «Лоск». И вот у него было свечение, впервые я заметил у него, и там же в Харькове был еще один человек, Юрий Алемский, который потом создал корпорацию украинскую зерна и стал одним из мега богатых людей. Если у вас ничего не хочется, ни к чему не стремитесь, не хотите защищать диссертации, устраиваться на работу, стремиться к большему, это говорит о том, что 5-я чакра закрыта. Очень часто чакра эта закрывается у тех людей, которые пьют алкоголь. Почему? Алкоголь создан для того, чтобы закрыть именно ее. Закрыть именно ее для чего? Она закрывается для того, чтобы у человека плавно исчезали желания. Какие желания? Любые. То есть как зарабатывал 10 тысяч, потом думает, да зачем мне 10 тысяч достаточно. У меня был один друг, который говорил мне, Андрей, ой, что-то уплыл мой стул, Андрей Андреевич, я получаю вот именно столько, сколько мне необходимо в жизни, не больше. Я говорю, нет, ты не имеешь права, человек должен хотеть зарабатывать больше. Так, как очищать карму? Необходимо представить, будто у вас есть дерево. Вот это дерево, которое у вас есть, там, где ветви, должны почувствовать, что это ваша родня. А там, где корни, должны почувствовать, что это нижние ветви, это самые взрослые люди. Корни это те, кто уже умер, то есть это ваши предки. И это все необходимо ограничить. То есть вы прежде всего, перед тем, как вы начнете работать со своей кармой, вы должны представить, будто вы находитесь на поле. Мысленно представляете, будто обводите себя. После этого мысленно представляете, будто есть поле, и это поле, посреди этого поля находится дерево. Это дерево вашей кармы. Наша жизнь – это жертвоприношение. Наша жизнь является жертвоприношением. Днем человек дышит в Бога, ночью Бог дышит в человека. Таким образом, все наши желания, которые мы создаем на протяжении дня, они у нас сжигаются ночью. То есть микропрограммы. Там, я хочу сегодня, чтобы у меня было там то-то, то-то. Если это не исполнилось, то это ночью может сжечься. Люди, которые посвятили себя боли во имя людей, называются великомучениками. Они отдали через мучения своей жизни, выкупив таким образом мир.
Люди, которые посвятили себя боли во имя людей, называются великомучениками. Они отдали через мучения своей жизни, выкупив таким образом мир. Как этим пользоваться? Уже я это вам рассказал. То есть вы можете зайти в церковь и говорить, допустим, возле Иисуса Христа, те люди, которые хотели от меня боли, пусть забирают мою боль, пусть забирают вместе с болью из моих суставов, боль моих детей. И он пошел на это добровольно. Иисус Христос, помоги мне. Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного. И после этого берете свою боль и плюсуете к Иисусу Христу. Теперь вы знаете о правилах оплаты. Поэтому либо мечтайте меньше, либо дальше. Почему, как можно доказать то, что люди перерождаются? Доказательство это несложное, оно включает в себя понимание человеческой души. Каждый ребенок рождается со своей индивидуальной душой и со своим персональным характером. Я успешен, успеха можно попросить. А если бы я разваливался, там, если бы было все очень плохо, ну тогда не попросили бы. Поэтому в следующий раз, когда вы разочаруетесь в эзотерической школе Кайлас и пойдете изучать какую-либо другую эзотерическую школу, то обязательно помните о том, что нужно обращать внимание на того человека, который вас обучает. Если этот человек успешный, он сможет обучить вас успеху, если здоровый здоровью, если умный уму, а если там, опытный опыту, ну и так далее. А если человек кричит, запугивает, если он разговаривает сленгом, ну, наверное, вам тогда это не нужно. Выбирайте душой. Первая чакра работает невероятно мощно у тех людей, которые рождаются меньше 8 месяцев. То есть, если человек рождается там 7 месяцев, 8 месяцев. Почему? Потому что после 7-8 месяца закрывается страхом первая чакра. И у детей, которые 7-месячные, 8-месячные, у них есть качество, они чуть-чуть меньше боятся, у них чуть-чуть меньше развиты страхи, они более бесстрашны. У людей, у которых развита такая чакра, они с легкостью бегут куда-то, они не боятся, что о них кто-то будет говорить, они бесстрашные, у них есть сила такая, чтобы побеждать, они победители. Если первая чакра закрыта, человек никогда не выиграет в шахматы, не будет побеждать на соревнованиях. Почему и как выбрать для себя вторую чакру вашей абсолютной реализации жизни? Чакра абсолютной реализации вашей жизни, чакра вашей жизни счастливой, это чакра вашего номера. Поэтому вам необходимо создать определенный слог вашей абсолютной человеческой реализации, которая высчитывается следующим образом. Итак, у вас есть персональный слог, допустим, это персональная чакра, которая соответствует вашему рождению. У нас еще завтра будет день, и я завтра дам более подробно по поводу чакр, дам как отдельно еще с каждой работать и расскажу, как для себя даже выбрать необходимую для ваших практик. Вам будет интересно. Вообще для человека обычного такие вот есть рекомендации. Ну мы же обычные люди, поэтому рекомендации для нас. Где-то я ее закрыл, сейчас я ее открою. Рекомендации, какие у человека чаще всего закрыты чакры. Тушеный абрикос даст силу молодости, а плод грецкого ореха увеличит ум, миндальный орех вылечит суставы. А если его принимать вместе с небольшим количеством оливкового масла, то вылечит еще и ревматоидный артрит. Одним словом, хотите получить, как в цигуне, энергию, знайте, в цигуне энергию деревья не дают. Почему? Потому что нет чувств, ничего не будет. Поэтому, как бы вы ни дышали и к чему бы вы ни стремились, не знаете, как управлять деревьями, деревья давать ничего не будет. Я живу в раю. Мне нравится моя жизнь. Это не внушение, а это настоящий рай. Я глажу свою женщину, чувствую к ней любовь. Я хожу по своему двору, нравится мне моя природа. Я люблю своих детей, никто меня не бесит, не раздражает.
Мне с легкостью удается зарабатывать деньги, я не забочусь о завтрашнем дне и не задумываюсь даже, стоит это дорого или нет. Я живу в абсолютной безопасности, несмотря на то, что война в стране, потому что у меня есть такие крыши, которые каждый день меня могут вывести даже на подводной лодке в Швейцарию и так далее. Я даже могу о завтрашнем дне не думать, потому что этот завтрашний день для эзотерика, он мной просмотрен, и я понимаю, что бояться чего-либо не стоит. Как Бог не смог обучать людей через сон, Он начал обучать людей со временем через аватаров. Именно поэтому на Землю начали приходить люди, целью которых было научить других людей не быть такими деревянными. Практически каждый из этих аватаров говорил, что нужно радоваться, нужно любить, не нужно убивать. Что от вас хотят люди, которые вас раздражают? Они хотят вашей боли. Вам нужно отдавать свою боль, а взамен забирать у них что-либо. Если вас человек обманул, вы злитесь на него. Можете сказать, я отдаю свою боль, а взамен забираю, и сказать, что вы забираете. Можно также говорить, я вчера это говорил, мою боль уже забрал великомученик Христос, а взамен я забираю от вас. Как Бог обучает сейчас людей? Весь божественный мир устроен по принципу того, что Бог с человеком определенным образом общается. Да, это изображение дворец небесных драгоценностей, это фактически и является Шри Рам Янтра. Услышьте это слово. Это Шри Рам Янтра. Дворец небесных драгоценностей является изображением Шри Рам Янтры. Я даже покажу, как она выглядит. Сейчас я встану и покажу вам саму янтру, как она выглядит. И на какой я стороне? Мне кажется, что у меня всего намешано. Да, так и есть. У человека есть не намешано. У человека есть одно качество, которое он повторяет больше всех остальных. И это все называется духовным ростом. Если качества больше животные, то они кратковременные. Если качества больше животные, то они кратковременные. Ведь если так обратить внимание, знаете, то для того, чтобы испытывать состояние милости или радости, вот, допустим, детки растут, мы, может быть, не ярко, но они вот там ходят, мы на них смотрим. Так человек рождается, он рождается либо горшком, либо землей. Либо горшком, либо землей. А очень часто обычные люди рождаются просто либо горшком, либо землей. И для того, чтобы эта алхимическая система сработала, человеку необходимо запустить и горшок, и землю. И при взаимодействии горшка и земли само по себе семя появляется. Так вот, из этого всего человек стремится к зарождению семени. Поэтому если мы от 1 и до 8 обычные горшки, либо обычная земля, то когда мы между собой это зарождаем, то первое, что у нас появляется семя мудрости божественной. И мы начинаем все больше получать и понимать тайны этого мира. Ну что, как построить спицу Фурёка? Энергетически выглядит как спица, которая сквозь нашу ауру проходит глубоко в землю и выходит глубоко в небо. Такая спица называется спицей Фурёка, обозначает переложить вашу персональную ответственность за вашу жизнь или вашу сформированную программу счастья в руки Богу, чтобы Бог взял и дальше Он уже руководил. Это и называется тайная духовная практика построения спицы Фурёка. Каким образом необходимо создать вот такую спицу? Я вас сейчас научу. Все предельно просто и выглядит следующим образом. Левая рука у нас отдающая, левая рука у нас принимающая, извините, это моя левая рука, а правая рука у нас отдающая. Метафорически или для понимания человека мы можем воспринимать душу как некую золотую рыбку, которая плавает вот в таком квадратном, красивом, наполненной жизненной рекой водой. И рыбка это живет. Но смотрите, когда грязный становится аквариум, то какая вода в нем появляется? Мертвая. А если мертвая вода появляется, то что появляется в этой мертвой воде? Пиявочки, блохи, болезни и так далее. И вот что происходит. Происходит инфицирование или инфекции нашей души. И люди, когда
люди, когда просматривают, такие как я, просматривают других людей, способны рассмотреть душу человека в виде рыбки. С древних времен магии использовались растения. Многим из растений приписывают невероятные магические свойства. Как правильно взять у растений силу? Вы можете подойти к растению и его попросить и сказать: ты мое любимое, какое же ты красивое. Почему? Растение отдает энергию только в том случае, если человек его хвалит. То есть говорите: ты моя красивая елочка, какие у тебя красивые веточки, какая ты яркая, как же ты хорошо стоишь, а как красиво качаешься, как же ты мне нравишься, ты такая хорошая. Говорите ему похвалы и объясняйте ему его заслуги. Прямо так и говорите: ты прекрасная, нежная, сильная, теплая. А в конце просить: дай мне силу и там для выздоровления. Вы знаете, что алкоголики очень часто пьют, потому что хотят есть. И из-за того, что человек долго пьет, он ничем не закусывает, и потом сталкивается с тем, что он не понимает ничего, и радость только от алкоголя. И потом этих людей можно обучать, говорить: а это конфета, попробуй, какая она вкусная, попробуй, какое вкусное мясо, попробуй, какие вкусные фрукты. А также существуют методы, которые называются методами построения своего персонифицированного духовного имени. Несколько слов о духовном имени. Есть еще одно поле. Такое поле, оно тоже золотое, находится вокруг человека, но на самом деле это поле нашей души. Наша душа, она рождена для того, чтобы жить абсолютно радостно. Наша душа хочет чувствовать только радость. Наша душа реагирует на любую опасность, и мы, когда ощущаем, что у нас там где-то появилась паническая атака, нервное состояние, то на самом деле эта душа предсказывает вам, что вам необходимо немножко поберечься и там не выходить куда-то там или поберечь свою душу, знаете. В этом законе закон говорит о том, что люди созданы для того, чтобы испытывать радость. А если люди созданы для того, чтобы испытывать радость, то одним из элементов этой радости может быть благодарность Богу за испытанную радость. Поэтому, если день был прекрасным, посвятите его Богу. Так и скажите: сегодня был отличный день, прекрасный день, я посвящаю это Богу. А если вам что-то не нравится в этой жизни, допустим, ну что там можно придумать? Нет работы, вы страдаете. Я посвящаю то, что у меня нету работы, такая была тяжелая, так мне тяжело, эти переживания. Этот момент, когда вы находитесь в этом состоянии, называется элементом подключения к состоянию ноля, или по-другому к фиру. Фир — это эзотерическое название Бога без времени. Таким образом, или Бога порядка. Когда вы находитесь в этом состоянии, то в том мире, в котором вы раньше жили, начинает происходить изменение кармы. Каким образом? Она настраивается на то, как создал Бог. Потому что кто мешает вам жить счастливым? Вы. Почему это вы? Потому что у вас было воспитание, они вас научили. У вас были свои приемы жизни, которые вас научили. У вас была хитрость, ложь, там, обман и так далее, которыми вы себе отягощили карму. И после этого у вас получилась судьба, которая вас сейчас не удовлетворяет. Хотите автомобиль, у вас нет автомобиля. Вот пожелайте автомобиль или квартиру, или даже увеличение дохода. Вот это хорошие программы, но не безумные, потому что сейчас начнется: я хочу миллиард сразу. Ну нет, если миллиард, то вы можете умереть. Почему вы можете умереть? Дело в том, что эта энергия, она рассматривает человека с позиции его эффективности. Человек не может стать олимпийским чемпионом сразу. Как происходит у нас появление событий? Наш мир внешний, он реагирует на наш внутренний мир, я об этом уже говорил. И это называется строением нашего внутреннего ядра. Все выглядит следующим образом. Наши чувства, которые находятся или появляются в нашей душе, обычно находятся в нашей точке сборки души. Хочешь к Богу, должен чем-то заплатить. Расчет тем, чем можно заплатить, является ваш эгоизм. Убираете эгоизм, вы думаете, что вы его устраняете. Нет, ни в коем случае. Вы им оплачиваете. Вы эгоизмом оплачиваете. То есть вы его отдаете, а взамен берете силу. И мантра устранения эгоизма — это Ом Мани Падме Хум, Ом Мани Падме Хум, Ом Мани Падме Хум. Она дает чистоту.
после которой можно подействовать на такого человека. Или гаты-гаты, парагаты, парасам, гаты-бот, хисоха. А это еще что дает? А она дает мудрость. Вам не хватает радости. И она мне скажет, ну как же радость, если очень плохо, даже суицидом хочу закончить. Но вы хотите изменить судьбу? Да. Идите на все, что угодно, чтобы изменить судьбу. Поэтому даже сидя в чане с какашками, как говорил мой учитель Патрул Далкар, человек для того, чтобы выйти из этого, должен это принять. А для чего принять? И потом боится сказать человеку нет, боится человеку нахамить, боится человеку еще либо взять. И человек думает, что мне нужно, и таким образом теряет энергию. Человек думает, мне нужно... Ну и второй тип людей. Второй тип людей это люди, которые орут на всех, бесятся, желают там всех поломать, и там нервничают и так далее. И они очень часто точно так же, как этот человек, который боится кому-либо хамнуть или кому-либо плохо сказать, боится быть спокойным, потому что думает, что если он успокоится, его заклюют, потому что думает, иногда его мучает совесть и так далее. Так вот, и первый путь, и второй неправильный. И первый и второй путь забирает у человека много энергии. А какой путь верный? Вот если вы, допустим, выбрали один символ, допустим, букву М, или ромб, или пятиконечную звезду, и каждый день, кроме субботы и воскресенья, на протяжении года будете делать, даже только данная практика способна вам изменить вашу жизнь. Уже через год в это же время будет все совершенно по-другому. Совершенно будет небо и земля. То есть сейчас у вас одна жизнь, через год совершенно другая, как небо и земля, на 100% измененная. Поэтому для того, чтобы семя росло, нужно обязательно, чтобы были у вас люди, которые являются четными в семье. Если у вас девятка и вы хотите за кого-то замуж выйти, то обязательно ищите кого-то, кто будет у вас землей. Обязательно. Ну и если, допустим, девятка выбирает себе восьмерку, то тогда что происходит? Девятка, 9 плюс 8 это 17, 17 плюс 1 плюс 7 это 8. Тогда получается человек, который является девятка, он может выбрать для себя путь, где он будет читать для себя 8 и 1. Таким образом, я хочу вам сказать, все заболевания, которые есть, обычно связаны с тем, что у человека страдает душа. Если человеку дать возможность начать с первой ступени работать со своей душой, то будут великолепные, восхитительные, потрясающие, гениальные, яркие, невероятные, существенные результаты в жизни. И мне бы хотелось, чтобы это путешествие к вашему счастью, оно уже началось, или уже продолжилось, или было бы мегаэффективным для усиления моей энергии и так далее. И вот у кого что можно брать. У осины силы ума, у ели везения, у березы здоровья, у пальмы физических сил, у дуба дисциплины и силы характера, у бука и граба магических сил, у платана и клена развития бизнеса, и у фикуса, кстати, тоже. Помните мой метод, да, пусть человек мне позвонит, есть дерево толстянка, возьмите, сорвите толстянку, положите в рот и думайте либо о деньгах, либо о человеке, тогда либо деньги придут, либо человек позвонит. Допустим, грецкого ореха успеха в трудоустройстве, величия и безопасности. У любого фруктового дерева можно просить замужества. К чему человек должен стремиться? Мои друзья, запомните, что самая главная основа нашей жизни, к чему человек должен стремиться, и самая нужная человеческая аффирмация, которая дает возможность помочь человеку, заключается в том, что человек не должен стремиться к чему-то особенному. Он должен не стремиться к чему-то там, к автомобилю, к машине или еще к чему-то. Почему? Это навязанная идея. А к чему нужно стремиться? И не к духовности, не к чему, а к чему? К счастью. Одна из основных медитаций, одна из основных аффирмаций, одна из основных задач, к которым человек должен жить, заключается в том, что человек должен стремиться к счастью. Внутреннее тепло. Если человек создает в душах других людей тепло, то это тепло расширяется и в своей душе тепло создает Бога.
Страх, который создает человек в своей душе, и душа других людей создает сужение и отталкивание. Для человека очень важно сосредоточиться на наличии у себя состояния внутреннего, возвышенного состояния, расширения доброты, расположения к этому миру. Также нужно всегда помнить, что несмотря ни на что, человек должен контролировать свои ощущения от того, что Бог его чрезмерно и бесконечно обожает. Итак, о чем я сейчас сказал? Для человека важно научиться расслаблению. Дело в том, что когда человек боится, он сжимается. Когда человек доверяет, он расслабляется. Видео, которое вы сейчас смотрели, это отрывок из первой ступени эзотерической школы Кайлас. И, наверное, у вас появилось желание пройти обучение. Для того, чтобы это сделать, перейдите в описание к данному видео и начните обучение уже сейчас.